Здравствуйте, М. дорогие друзья! В эфире вебинар по продвижению на Яндекс.Картах, и я рад представить вашему вниманию Глеба Андрейшина. Глеб, привет! Да, всем привет, Мик, привет. О чем ты нам сегодня расскажешь? Ну, я, как всегда, буду рассказывать про продвижение на Яндекс.Картах. Вот, наверное, с последнего нашего вебинара прошло много времени. У нас тоже немножко поменялась схема работы, Яндекс вводит нововведения, и в целом вообще что-то Яндекс.Карты так развивается таким бешеным темпом сейчас. В общем, есть про что рассказать. Расскажу, как мы ишку используем в работе, вот, и еще расскажу, как мы сейчас по-новому стали на широкую выкатывать новый анализ по нашей Очень работе. интересно. Ну все, слушаем тебя внимательно. Можешь сначала там представиться несколько минут, что кто тебя не знает, и начнем. М, Нас что, кто-нибудь уже смотрит? Конечно, уже все народ смотрит. Все, супер. Миха, ты если там вопросы какие, ты мне, да, тогда их будешь это? Или на... Да, я там как бы после основной части тебе списком их задам. Мгм. Ну все, отлично, давай тогда. Я, в общем, расскажу, у меня будет три такие крупные части. Вначале такая небольшая вводная будет часть, потом я расскажу про нововведения на Яндекс.Картах, такие очень важные за последнее время. И в конце вот как раз уже перейду к своей работе, покажу про анализ, расскажу, какие ишки мы как используем, ну и так далее. И потом уже тогда перейдем к вопросам. Вот, но если, Мих, интересные вопросы мало ли будут по ходу, ты мне тоже задавай, Отлично, будем хорошо. прерываться. Мгм. Так, ну и первую хочу вот в вводной части рассказать про одну такую историю, которую, наверное, все знают. Последние больше, чем уже, наверное, полгода даже, Яндекс очень сильно ужесточил модерацию отзывов. Помимо этого стали удаляться отзывы, там, которые были до этого опубликованы, причем вообще конкретно все сносят. Встречались даже случаи, когда там по 300-500 отзывов сносили, которые были написаны пару лет назад. Вот, поэтому сейчас с отзывами стало все очень тяжело, но это один все равно из основных факторов, по которым Яндекс ранжирует компании. Поэтому вот сейчас как никогда актуальным становится собирать настоящие отзывы, и, наверное, все реже надо смотреть в сторону покупки. И на заказ отзывы мы тоже пишем. И вот сейчас хочу сказать, что раньше мы работали со всеми клиентами, ну, буквально год назад мы брали любых, писали, там у кого-то хуже проходило, у кого-то лучше, но там процентов 20 все равно проходило у всех. Вот, то сейчас у нас даже здесь работа поменялась, то есть мы сейчас берем любого клиента, там пару отзывов напишем и уже делаем вывод, стоит ли дальше писать или нет. Вот, то есть приходится от многих уже отказываться, у кого там из 50 отзывов ни одного не прошло, значит и дальше нету смысла с этим работать. Вот. Поэтому, да, именно отзывы нужно очень-очень сейчас обращать внимание и стараться их собирать естественным путем. Вот. Потому что все, что в дальнейшем я буду рассказывать про карточку, если на карточке там последний отзыв будет от 23 года, то все равно все, что делать по картам, не будет иметь смысла, так как нету новых отзывов. Вот. Следующий момент тоже, который очень важный, который я хочу рассказать. Вот успешное продвижение на Яндекс.Картах строится только тогда, когда подход ответственный с двух сторон. То есть если где-то там при продвижении сайтов еще можно как-то схитрить и что-то там написать самостоятельно, придумать там повысить трафик, то с картами все-таки нужна большая вовлеченность от собственника. То есть помимо там сбора отзывов, он должен еще и быть хорошим экспертом и обладать высокой квалификацией, потому что на картах на Яндексе мы должны донести человека, клиенту потенциальному, что вот у нас есть компания, она там, ее мастера или там сотрудники обладают достаточным опытом, и мы без проблем там закроем ваш вопрос, и мы там так-то в лучшую сторону отличаемся от конкурентов. И вот если мы будем сами придумывать из головы вот эти преимущества, квалификацию, это напишем, и это не будет отражать ну, реальную картинку, то какие бы там преимущества красиво как карточку не оформляй, все равно работа будет в одну сторону. Вот, поэтому, чтобы было хорошее продвижение на картах, должна быть вот, взаимосвязь двух сторон. И вот как раз я сегодня на ком буду рассказывать. Я буду рассказывать про еще один сервисный центр, теперь уже в Москве, который занимается ремонтом электроники. И вот у нас, я недавно, прям пару дней назад, выкладывал как раз отзыв, нам клиент голосовое написал, я его расшифровал и выложил все на канал. Вот, и
человек мне разрешил полностью все рассказывать, показывать, и личный кабинет, и про компанию рассказывать. То есть, ну, он доволен нашей работой, и претензий потом не будет. Вот, поэтому еще один сервисный центр, да, буду придерживаться этой стороны и про них рассказывать. Вот, и это как раз компания, да, которая, где, ну вот руководитель обладает очень большим опытом, у него там тоже куча сертификатов, обучения и прочего. Вот, у них очень квалифицированный штат специалистов, руководитель всегда следит, чтобы и сервис был на высшем уровне, то есть чтобы все проблемы клиентов решались, чтобы они могли любую поломку отремонтировать. И, кстати, они там чинят технику, где там несколько компаний. Microsoft Surface, по-моему, это очень такое редкое устройство, и ремонтируют его нечасто. Вот, у нас клиент это все умеет делать. И когда вот такой синхрон происходит с двух сторон, то результаты получаются очень крутые. Вот, это еще один момент, который я хотел рассказать в вводной части. И последний тоже момент, почему я сейчас советую обращать внимание больше на Яндекс.Карты. С каждым разом у нас мобильный интернет в больших и больших регионах блочат, и в той же Москве сейчас работают в основном только по белым спискам сайты. И вот у нас Яндекс.Карты как раз не попадают ни под какие блокировки, и Яндекс.Навигатор ну, должен работать везде, даже вот когда у нас будут наши сайты многие закрывать. Вот. Яндекс.Карты в белых списках. Вот, проводную часть, наверное, закончил. Ник, может, там, если были вопросы, сразу ответить? Пока не было, ждем. Угу. Так, теперь про нововведение тогда. Вот сейчас читаю у своих коллег, конкурентов, у многих, что в скором времени Яндекс планирует ввести каталог и раздел с публикациями в платную подписку. То есть многие сервисы, там 2GIS, там Zuno и прочие, они уже так давно делают, то есть у них очень большая часть функционала закрыта без платного продвижения. На Яндекс.Картах другая картинка, то есть там можно сделать классную карточку и без рекламы, но вот сейчас в бета-версии они тестируют, чтобы эти разделы перенести в платные. Поэтому ну вот сейчас самое время поработать с каталогом и начать вести новостной блок, потому что, ну, все-таки есть мнение, что если у вас уже каталог сделан, они все-таки его не уберут и они его оставят, а уже вот редактировать потом его не получится. Вот, это, конечно, все еще не точно, это только такие слухи, но вот тоже нужно быть готовым к этому, что часть функционала может быть порезана. Вот. Следующая такая интересная новость, я тоже недавно про нее писал, но хочу еще раз ее озвучить. То есть раньше мы всегда, когда работали с новостным блогом, у нас были только догадки, индексирует ли Яндекс новости или нет, то есть прямого какого-то доказательства не было. И буквально там, не знаю, недели 3, наверное, назад, вот прям совсем недавно, мы обнаружили, что Яндекс стал индексировать эти новости, и сейчас в сниппете выдачи в поиске, когда мы там вбиваем какой-нибудь запрос, если у нас новость подходит под нее, у нас может появиться организация, и в сниппет будет вместо дескрипшена подтягиваться вот это как раз новость. Мих, сейчас можешь, кстати, вывести экранчик мой, и я покажу, как это выглядит. Угу. Так, сейчас. Мгм. Так, все на экране, смотрим. Да, вот сервисный центр Орбита, про который я рассказывал, и вот мы как раз написали про ремонт вот этой техники Microsoft Surface. То есть изначально на карточке у нас вообще не было про эту технику не сказано ни слова. Вот, мы когда узнали, и клиент нам сообщил, что это очень важная услуга, ее нужно прорабатывать, мы первым делом сделали каталог и написали новость про то, что мы это ремонтируем. Вот, и когда начали потом смотреть, искать запросы по выдаче, вот я тут уже подготовил, вот мы вбиваем запрос «Профессиональный ремонт Microsoft Surface» и Строгино, ну, это локация, где находится мастерская. Вот, мы сразу видим, что вот у нас прям эта новость, она подтягивается вот сюда в анонс. Вот, раньше такого не было. Ну, вот сейчас мы из-за этого можем сказать, что новости индексируются, и Яндекс их использует тоже в своей выдаче. Поэтому с новостным блоком сейчас тоже нужно работать более плотно, и уже действительно можно подбирать и ключевые слова, то есть не просто так их писать для того, чтобы карточка была живая. Вот, теперь это все можно уже использовать и под продвижение. Так, ну все, наверное, экран можно пока опять убирать, выводить нас.
Ам, Все Так, готово. и сейчас, Михаил, переключу, и наверно, опять надо будет экран вернуть. Да-да. Как скажешь, так и Мгм. сделаем. Сейчас я секундочку себя тут попереключаю. Все, Мих, давай, мой экран. Так, на экране все готово. Так, вот подробно хотел рассказать про вот этот интересный раздел, как вас находят и как мы с ним работаем. Это вот такой интересный раздел, который нам показывает последние 50 визитов людей и показывает, что они делали, то есть их целевые действия. То есть вот мы видим, да, последний 19 июля, вчера к нам пришли по запросу сервисный центр Apple, мы на него нажимаем, и вот нам показывает действия пользователя. То есть он зашел на карты, вбил запрос, открыл наш профиль, посмотрел его, посмотрел время работы и посмотрел фото. И то есть в целом, когда этот раздел только появился, мы как бы особо плотно с ним не работали, потому что не понимали, как с этими 50 последними посещениями работать, особенно если там у компании бывает 50 посещений за день. В общем, пару месяцев мы просто так смотрели на него, никак не использовали. Затем у нас есть нейронки, и у нас появилась идея, как это все дело можно сводить в таблицу и потом делать интересный анализ. Вот, и, в общем, как у нас сейчас происходит работа. Когда мы упаковываем карточку, то есть вообще в целом у нас работа всегда встроится в 3 этапа, и я считаю, что, ну, это правильная работа с картами. То есть первый этап у нас – это упаковка, когда мы полностью наносим весь дизайн, заносим все настройки, в общем, готовим карточку. Следующим этапом мы подключаем рекламную подписку, и нет смысла подключать рекламную подписку на непроработанную карточку, потому что, ну, сколько трафика мы не приведем на карточку, у которой конверсия будет по нулям, ну, результата от этого никакого не будет, от всего этого трафика. Поэтому сначала упаковываем, потом подключаем рекламу. И вот раньше у нас третий этап – это такое ежемесячное сопровождение было, где мы просто забирали на себя работу, так скажем, контент-менеджера. То есть мы публиковали новости, следили за синей галочкой, отвечали на отзывы, там, если какие-то изменения в компании происходят, там добавилась новая акция, там нужно время работы поменять, вот, все это мы делали в рамках сопровождения. То есть была просто работа контент-менеджера. То сейчас вот мы уже работаем над статистикой, и вот в этом ежемесячном сопровождении мы делаем анализ и работаем над конверсией. И вот как раз эти 50 последних посещений нам очень сильно в этом помогают. То есть что мы делаем, да, вот я тут покажу на примере той же орбиты и за июнь месяц. То есть мы каждый день вечером заходим вот в данный раздел и руками заполняем вот такую вот таблицу. В таблицу мы, ну, выносим все целевые действия, которые у нас там есть в той статистике, это там построенные маршруты, отзывы, фото, каталог, там позвонил, перешел на сайт, посмотрел время работы и так далее. И откуда человек пришел и какой поисковый запрос он сбивал. То есть вот это вот полностью всю таблицу за день мы заходим, вот каждый запрос вот так вот вручную протыкиваем и заносим все целевые действия, которые, ну вот, ставим циферки под всеми целевыми действиями, которые совершал человек. И вот когда мы собираем месяц всю вот эту статистику, потом уже с помощью нейросетей можно делать интересные выводы. Так, сейчас еще пару слов просто про нейросети расскажу, а дальше вернусь к таблице. Вот, сразу скажу, что при работе с картами мы используем там самые обычные ИИшки – это Gemini плюс Alisa плюс чат GPT. Мы пользуемся ими в режиме чата, там никаких других агентов мы не используем. То есть искусственный интеллект нам просто помогает в режиме диалога пообщаться и посмотреть за аналитикой. То есть ничего такого сложного при работе с нейросетями мы не делаем. Вот, и когда мы месяц собираем вот такую вот табличку, мы все это дело закидываем в нейронку, ну вот по таблице как раз мы с Gemini работаем, и просим сделать выводы. То есть дальше уже промпты можно вбивать любые, какие захочешь. И имея такую таблицу, нам Ишка может дать классные выводы по любому запросу. То есть, во-первых, первоначально мы ее загружаем и просто просим именно нейросеть на основе этой таблицы, на основе этих данных сделать сначала просто ее выводы, чтобы она нам сама подсказала, куда нам стоит посмотреть. Дальше мы уже ее начинаем просить там
там и посчитать конверсию, и рассказать о каком-то конкретном запросе. То есть вот, допустим, ремонт компьютеров. Мы ее просим, чтобы она нам подвела итог, сколько человек пришло по данному запросу, какие целевые действия они делали и чего не хватает. И то есть там на самом деле можно сделать интересные выводы, там, допустим, по какому-то разделу, да, мы видим, что по этим запросам к нам люди часто заходят и постоянно выходят, там, никуда не переходят ни в какой раздел. Вот, соответственно, значит, можно сделать выводы, что трафик мы привлекаем, да, но тот трафик, который приходит, они не находят никаких ответов у нас на карточке. Соответственно, мы вот тоже делаем какие-то выводы и какие-то изменения на карточке. Также вот с помощью вот такого анализа, вот по этой же орбите мы тоже сделали интересные выводы. Мы всегда знали, что в бьюти-сфере очень много смотрят раздел с фотографиями, с картинками, вот. Но оказалось, что и вот именно у данного сервиса очень часто переходит в раздел с фото. Хотя раньше, до этого, мы вообще и представить не могли, что сервисный центр, люди будут там смотреть фотографии, а не читать информацию. Вот. Плюс еще у нас на продвижении есть компания, которая занимается арендой подъемного оборудования. Сейчас скажу, как правильно описывается, говорится. Подъемной техники, вот. Аренды подъемной техники. И у нас в Москве и в Питере есть филиалы, карточки оформлены одинаково. И вот интересный момент, что в Питере большая часть людей заходит в каталог и уже после каталога совершает там целевое какое-то действие, либо звонок, либо построение маршрута. А в Москве точно на такой же карточке с таким же самым ассортиментом люди больше заходят в фотогалерею. И уже именно из фотогалереи совершают целевые действия. Вот, хотя вроде бы казалось одна и та же услуга, просто разные регионы, ну и одна и та же компания. А поведение людей вот в двух регионах, Москва и Питер, оно совершенно разное. Вот, и поэтому мы сейчас упор по Москве сделали именно на фотогалерею, а в Питере сделали упор именно на товарку. Вот. Так, что еще про эту табличку? Наверное, тоже про эту табличку все рассказал. Угу. Вот. Сейчас посмотрю, да? Что, Мих? Так, скрыл, все. Угу. Так, пока никаких вопросов не было. Есть вопросы? Давай тогда уже Ну, можем давай, пока например, ответить. Давай такой вопрос. Какой сейчас главный фактор ранжирования в Яндекс.Картах? Поведенческие факторы, работа с отзывами или полнота заполнения профиля? Вот тут не выделишь какой-то один основной, потому что все эти факторы очень важны. Но, наверное, на первом месте все-таки у нас идет это отзывы, потому что, говорю, да, как бы карточку не упаковывай, сколько туда трафика не гони, если не будет отзывов или будет один негатив, то никто не обратится. То есть тут важна совокупность всех факторов. По поводу поведенческих отдельно скажу, мы их сторонними сервисами никак не крутим. И у меня есть отдельное видео, где я рассказываю, почему, на мой взгляд, повторюсь, опять же, на мой взгляд, это мое мнение, я там никого не заставляю так думать, а почему поведенческие факторы на картах не работают. И именно поведенческие, которые мы закупаем со стороны, не от реальных людей поведенческие, а вот именно покупные. Полнота заполнения профиля тоже очень важна, потому что, опять же, да, если мы просто сделаем карточку, купим самую дорогую рекламную подписку на Яндексе, у нас будут отзывы там и рейтинг 5.0, но человек будет заходить на карточку и не будет находить нужные ему услуги и не будет находить подтверждение экспертности тех, кто там работает, то он, конечно, все равно не обратится, а пойдет в такую же организацию, где он там нашел на карточке ответы на свои вопросы, и ему понравился рейтинг. Вот, потому что вот даже на своем личном примере, да, у меня, допустим, ну, там что-то сломалось в машине. Вот. Ну, самый простой пример, да, мне надо поменять глушитель на машине. Я вбиваю там замена глушителя и марка моей машины. И если я захожу в профиль и вообще не вижу, что такие работы производятся, вижу просто там, допустим, ремонт ходовой части, да, или там ремонт двигателя,
то я вряд ли позвоню. Я сначала найду подтверждение, что именно мою машину, именно такую-то поломку делают, и только после этого позвоню. Ну, еще желательно, чтобы, да, я там что-то прочитал о компании. Может быть, с машиной даже это не лучший пример был, а вот именно с телефоном, да, там, телефон, допустим, там iPhone какой-нибудь 15 у человека, и он будет, там, замена дисплея iPhone 15. Да, если он зайдет на карточку ремонт электроники и не увидит там услуги по заменам экранов на телефонах, то вряд ли человек позвонит. Поэтому тут все должно сойтись, и нету какого-то отдельного фактора, который можно выделить. Наверное, чуть-чуть, вот, повторюсь, опережает отзывы. Но, опять же, с одними отзывами тоже никуда не уедешь. Вот, наверное, на этот вопрос все сказал. Да, отлично, спасибо. Как, хочешь продолжить или еще вопрос? Не, я, Мик, знаешь, как, если есть вопросы, потому что я рассказал уже, то можно. Ну, А если они в какие-то... целом, они более общие. Можем их в конце потом? Общие в конце, да. Давай по факту такие, которые про то, что рассказал. Если будут, то это... Хорошо. Так, дальше. Также нам нейронки помогают писать те же самые новостные публикации. И тут мы работаем в связке, там, какая-то нейронка типа GPT или Gemini, и потом все просим перепроверить Алису. Почему Алису? Потому что, во-первых, Алиса знает все технические требования Яндекса, и если мы просим, допустим, написать публикацию, то она уже знает, как это лучше делать под формат Яндекс.Карт, то есть какие там есть технические ограничения, ну и вообще сам формат. То есть Алиса это знает лучше. Плюс также мы работаем с юридической компанией, и, ну, наверное, кто с юристами работает, знает, что там, когда мы пишем что-то, нужно по 10 раз все перепроверять. То есть там нельзя так написать статью и самому ее выложить. Нужно сначала, чтобы со стороны клиента кто-то это проверил. И вот когда мы стали эти публикации отдавать на проверку Алисе, она, наверное, тоже наше законодательство должно знать лучше всех, то вот потом вопросов от клиента стало гораздо меньше. То есть когда мы стали Алисы перепроверять, почти всегда меньше правок нам прилетает и нам разрешают публиковать такие новости. Поэтому вот опять же, да, что касается работы с Яндекс.Картами, ну, Алису не стоит забывать, она неплохо генерирует изображения, которые нужно под карты. Вот, поэтому, наверное, Алиса – это наш основной АИшка при работе с картами. Вот. Так, ну и дальше также с помощью Алисы вот описание к товарам, у нас там у каждого товара есть короткое и длинное описание. Вот эти описания мы делаем как раз тоже именно с Алисой, потому что она тоже знает, сколько там в каждом описании должно быть количество символов, и вот и короткое и длинное описание подгоняет именно под это. Вот, и раньше, когда мы делали с помощью там Gemini того же, то есть ему приходилось каждый раз объяснять, и бывало даже, ну, ты ему вроде объяснишь, там диалог ведешь, там пару публикаций написал, следующую пишешь, ну, даже пару описаний, а потом перепроверяешь, а уже количество символов все равно немножко переваливает за нужное, и приходится заново ему там просить его сократить и так далее. Вот с Алисой таких проблем нету. Вот, ну и того, да, вот мы 3 такие глобальные вещи делаем с помощью искусственного интеллекта. Самое важное – это анализ той таблички, что я сказал, да. Потом просим также помочь с гипотезами, как, ну, то есть если мы видим, что проблема есть по какому-то запросу, понимаем, что нужно проработать, построили свои гипотезы какие-то, то опять же нейронку мы просим перепроверить и еще сверху что-то докинуть, каких-то своих идей. И очень часто прям очень классные фишки она подсказывает, о которой мы даже не могли подумать. А действительно, это оказывается крутой вещью. Вот. Так, еще тоже хочу сказать, сейчас стало популярно использовать нейросети при общении с клиентом, да, то есть нейросети сейчас нам и отвечают. Вот, я, кстати, категорически вот это отказываюсь пока что делать, и у нас все как по старинке, человек написал, я лично ему ответил, там, выслушал его, мы созвонились, то есть и в дальнейшем все вопросы, когда пишет клиент, вот, я всегда ему сам отвечаю и никаким нейросетям не делегирую это. Вот, хоть сейчас даже вопросов становится очень много, и, наверное, 80% моего времени – это общение в чатах как раз, но все равно я, может, не сразу отвечаю, там, могу да, через несколько дней ответить, но вот эту часть нейронкам я никогда не посвящаю, и все делаем сами, и клиенты тоже это отмечают.
и говорят, что сотрудничают с нами, потому что, ну, во-первых, удобно, и, во-вторых, я пытаюсь все объяснить простым языком, вот, и не думаю, что нейросеть, если что, сможет это повторить. Вот. Ну, наверное, все такое самое интересное, что я хотел рассказать, рассказал, как-то все быстро получилось. Мгм. Отлично, прекрасно, чтобы не затягивать, и как раз можем перейти к вопросам. Да. Просто прошлые разы, знаешь, у нас с тобой вебинары были по 2,5 часа, вот, и я решил в этот раз прям Да, сжать все. все-таки лето, ребята, надо отдыхать и наслаждаться теплом и солнцем. А не с клиентами общаться вместо нейронок, да? Да. И немного знаний получить. Вот как раз на вебинаре Глеба, например. Так, и вопрос, как безопасно вывести новую точку бизнеса в топ-3, не попадая под фильтры? Ну вот первым делом такая стратегия, я уже давно про нее рассказывал, она у нас в целом не меняется ни из-за каких там перемен у Яндекса. То есть первое, что мы делаем, зарегистрировали точку, дальше у нас первым делом нужно упаковывать карточку и параллельно с этим собирать отзывы и постараться получить рейтинг 5.0. Чтобы получить 5.0, нужно написать от 20 отзывов. То есть если мы напишем там 10, все будут на 5.0, у нас оценка будет в районе 4,5, 4,6. Вот, если мы там напишем 15-18, у нас рейтинг до 4,8 поднимется. Вот, поэтому, опять же, на новую карточку не стоит закупать сразу отзывы. А вот самый простой путь – это сделать карточку и попросить всех своих друзей и знакомых, особенно тех, кто мог находиться рядом с вашим местом работы, написать отзывы. И вот, опять же, говорю, если клиент ответственный, то вот эти 20 отзывов у них получается собрать даже без нашей помощи. Я думаю, у всех, наверное, достаточно там знакомых 10 есть, там, ну, как минимум, да, со своего аккаунта, с аккаунта жены, там, с аккаунта родителей. Вот эти все отзывы можно собрать. То есть если мы будем первые отзывы писать реальные, непокупные, то вряд ли карточка залетит под какой-то фильтр. Вот, соответственно, дальше мы упаковываем карточку, и когда уже карточка у нас упакована, нужно подключать рекламную подписку. Всегда ее стоит подключать именно на минимальном бюджете. И минимальный бюджет обязательно всегда стоит подключать, то есть без рекламы. Если я там год назад рассказывал, что где-то нам еще в каких-то сферах можно вылезти без рекламы, то сейчас без рекламы вообще очень тяжело, особенно в топ-3 попасть. Там в топ-10 еще можно, но в топ-3 нет. Вот, покупаем минимальную подписку, причем у рекламы, у этого минимального тарифа основная ценность именно даже не в том трафике, который он приведет, а ценность в том, что оно дает дополнительные возможности визуальные для карточки, открывает новые блоки. И, кстати, вспомнил, что я еще хотел рассказать с помощью Ишки, что мы делаем, про что я забыл, не записался. Вот сейчас, может, тоже расскажу. Вот, Давай. первым делом, да, когда у нас карточка новая, при упаковке карточки мы делаем анализ конкурентов с помощью Ишки как раз. То есть раньше, если, Мих, наверное, помнишь, да, как это по сайтам делалось, сначала собираешь у клиента все преимущества, Мгм. потом заходишь Да. в топ выдачи, анализируешь там первые 5 сайтов, ищешь все преимущества, которые у них написаны, все выписываешь, просишь клиента согласовать. В общем, ну, чтобы провести анализ сферы деятельности, уходило очень много времени, и можно было многое пропустить. Вот сейчас мы этот анализ делаем очень просто. Этот анализ, он будет полезен даже не только тем, кто с картами занимается, а и для сайта, и в целом для отдела маркетинга. То есть мы ищем пару компаний, которые, ну, прям на наши прямые конкуренты, которые находятся в нашем же районе и оказывают ту же услугу. Вот, потом берем пару компаний, которые топы по нашей услуге в городе, то есть не обязательно, чтобы это были наши прямые конкуренты, которые в том же районе, но надо найти там парочку крутых карточек именно в нашем городе. Вот, и находим еще по всей России, да, там, допустим, в Москве, находим также 2 карточки, которые в топе находятся, и, в общем, собираем файлик у всех этих компаний, которые отобрали, негативные и положительные отзывы. Но положительные, кстати, ну, не так обязательно. Самое главное, негатив весь проработать. Вот, собираем весь этот негатив, ну, стараемся, чтобы в файлике у нас как минимум было 50 негативных отзывов. И скидываем все это время, весь этот файл на анализ нейронки и тоже просим выделить проблемы, на которые чаще всего жалуются люди. Вот, и
как раз нам нейронка вообще очень классно это все делает и пишет классные выводы. И вот уже эти выводы мы используем при упаковке карточки. То есть у нас при подключении рекламной подписки открывается витрина, которая... Давай, Мих, наверное, мой экран вводи. Я что-то вот вопрос задали классный, и у меня Давай, опять появилось много чего рассказать. Так, Я почему... вывожу твой экран. Давай. Угу. Вот, видно, да, карточку? Да. Вот, то есть у нас вот эта вот витрина, она появляется только при рекламной подписке. И в эту витрину мы как раз дублируем все наши преимущества, которые вывели при анализе. Да? То есть если у нас на сайте под баннером обычно идет вот какая-то такая схема из наших преимуществ или просто целый блок, где крупными буквами они написаны, то вот на Яндекс.Картах витрину можно как раз использовать именно так. То есть вот мы в данном случае, да, по орбите, мы сюда вывели самые важные услуги, которыми занимаются там не так много компаний. И вот эти вот две услуги, они очень важны для клиента, и это тоже его, даже 3, это сильное конкурентное преимущество, потому что мало кто делает. Вот, поэтому витрину мы вот сюда вот такими крупными прям этими плашками вначале отображаем преимущества, которые выявили, что нужно отобразить, а дальше уже, если нечего написать, мы вот основные услуги из нашего каталога выносим. Так, сейчас, наверное, может быть, тоже по ремстермашу нашему покажу, там чуть больше преимуществ вынесено, покрасивее все, чем тут. Вот, то есть, да, вот по ремонту бытовой. В целом, я там в ремонте бытовой уже с этого и начинал вообще свою карьеру, так скажем, в маркетинге. И вот все эти преимущества, и боли клиентов, они действительно. И вот он прям их в нужном порядке распределяет. Вот. А если, допустим, ты с этой сферой так близко не знаком и только начинаешь с ней работать, то тяжело, когда ты не погружен, тяжело даже при там хорошем ручном анализе сайта все равно все это учесть. Все равно что-то пропустишь. Вот. Нейронка таких ошибок не делает. Вот, поэтому мы вот эти преимущества выносим сюда. И в раздел истории тоже. То есть искусственный интеллект может нам помочь с идеями, как красиво все тут написать и что нужно сюда вынести. Да, вот сейчас мы делаем такие истории. Вот как пройти, это понятно, я про нее везде рассказывал, тут особо ума не нужно. Вот, вот дальше мы о сервисе, все наши тоже боли клиентов вот сюда выносим и наши конкурентные преимущества. Вот. Когда мы рассказываем об услугах, да, мы тоже вот это вот все, прежде чем написать, использовали этот анализ и сюда старались все возражения закрыть в этих историях. Вот. Также отдельно рассказываем еще раз про услуги, да, если в витрине вот здесь вот мы просто пишем, что оказываем эту услугу, и человек сразу, попадая на карточку, это заметит, то вот уже в историях можно уже подробно про эту услугу еще раз расписать. Вот, то есть какие виды работ, да, мы делаем по ремонту, вот, какие проблемы мы решаем. Вот, то есть если что-то сломалось, да, там не заряжается или Wi-Fi не работает, вот, мы это пишем, клиент тоже заходит и уже понимает, что мы профессионально с этой техникой работаем, и он найдет нужную ему услугу, и уже будет больше шансов, что он сделает какое-то целевое действие. Вот, по вот этой таблице тоже, что мы можем видеть, вот когда мы делали, да, то есть когда клиент к нам пришел, это было, наверное, 3 или 4 месяца назад, скорее всего, 4, да. То есть изначально были заходы на карточку только по брендам. Вот сейчас вот можно видеть в июле, да, там спустя 3 месяца, да, июль, получается, 4 был, точнее, июнь был 4, вот видно, желтым я выделил в этой табличке именно запросы, которые, как в картах, называют их discovery, без указания бренда. То вот сколько людей стало заходить в месяц по новым запросам. И вот все это именно... Вот здесь у нас вот июнь заканчивается. То есть видно, да, у нас около там 600 посещений было, из которых, наверное, 40% смело это discovery переходы без указания бренда. Вот, такс. Все, это рассказал. Давай к следующему вопросу. Так, убрал пока экран. Спасибо, Глеб, очень подробно, со всеми деталями. Какие есть рабочие стратегии защиты от фейковых отзывов и намеренного понижения рейтинга конкурентами?
Ой, я тоже про это писал один пост. В целом, если отрицательный отзыв написан там по всем правилам Яндекса, да, то есть не там ругаются ни на кого из сотрудников, там никого не обзывают, если не говорят про какое-то, ну, просто бывают случаи, про какую-то похожую организацию говорят, да, ну, написали отзыв, но по тексту отзыва видно, что это к вашей организации не относится. То есть у нас автомастерская, а отзыв написали про парикмахерскую. Такое встречается. Вот такое можно удалить. А если, говорю, он написан по всем правилам, то как-то особо не защитишься от этого, потому что, ну, если конкурент решит нагнать, то они все равно будут проходить. Вот по клинингу был опыт, про который я писал пост. Прям видно было, что конкурент начал массово гнать негатив, Яндекс отказывался удалять, и мы придумали такой интересный ответ большой на этот отзыв. И там мы писали, что вы не обращались в нашу компанию, мы провели там свое исследование, вы как-то можете, ну, просим человека, чтобы он, во-первых, подтвердил нам факт оказания услуги, а во-вторых, давим на то, что это, ну, такой отзыв расценивается как клевета в адрес компании, по закону это запрещено, мы будем подавать на вас иск. Ну, в общем, суть в том, что мы пытаемся надавить на человека, что его отзыв может быть обжалован в суде, и к нему будут какие-то санкции. И, как правило, вот эти покупные отзывы все-таки пишут, ну, молодежь, и вот они как раз на это ведутся, и вот большинство отзывов у нас вообще удалили. То есть там исполнители, видимо, побоялись и удалили с карточки, и приток новых отзывов негативных стал меньше. Вот это такой вариант, который мы придумали. Вот. И, ну, наверное, другого нету никакого варианта. То есть Яндекс, он, если отрицательный отзыв опубликовал, очень малая вероятность, что он его без проблем удалит, вот, либо там с ним конкретно надо воевать. А сделать что-то, чтобы просто конкуренты не нагоняли негатив, это ничего не сделаешь. Вот, поэтому... Но, честно, я тоже не знаю. И вот я лично не знаю ребят, кто негативные отзывы на заказ пишет. Ну, когда ко мне с такими просьбами приходят, я всегда отказываю, потому что, ну, не совсем это как-то хорошо и нечестно. Вот. Конечно, приходят люди и прям пытаются доказать мне, что те ребята заслуживают, чтобы им написали негативы и так далее. Но вот не знаю, есть ли много ли таких людей, кто это делает, потому что я не встречал. Мгм. Спасибо, Глеб. Так, Мгм. следующий вопрос. Как алгоритмы Яндекса реагируют на описание и ответы на отзывы, полностью сгенерированные нейросетями? М, Так, описание- это, наверное, к товарам и услугам, да, имеется в виду? Да. А, мгм. На самом деле тут, как, наверное, в истории с сайтами, да, если мы тупо будем все делать через нейронку и даже ничего не будем перепроверять и исправлять, то ничего хорошего в этом нету. То есть даже когда мы пишем описание, мы все равно должны указать, какую услугу мы оказываем, написать, какие там 4-5 ключевых слов нужно использовать в этом описании, и все равно мы должны посвятить яичку и рассказать какие-то данные и дать о компании. И в целом, если нейросеть напишет, вы потом ее перепроверите, и это будут хорошие, понятные описания, то ну, алгоритмы в положительную сторону среагируют. А если же мы будем там, ну, там будет написан какой-то бред, и мы это не перепроверим, то это будет, ну, не в хорошую сторону. По ответам на отзывам, тут тоже ответы на отзывы, они больше пишутся для людей, а не для алгоритмов Яндекса, да, не для роботов их. И поэтому, если, опять же, мы будем эти отзывы писать просто с помощью нейронки и не будем туда душу прикладывать, то эти ответы, они просто, ну, будут и будут, и никто на них внимания обращать не будет. Вот. А если, допустим, да, у нас пришел какой-то негативный отзыв, где нам там прям вылили много нехорошего про нашу компанию, и мы вот с помощью яишки, с помощью клиента мы пишем хороший ответ, обоснованный, и там не грубим, ничего, то такой вот ответ новый потенциальный клиент может прочитать и понять, что ну, все-таки компания всегда идет навстречу, пытается решить вопросы, и то есть этот негатив, он может с помощью хорошего ответа, его можно перевести, наоборот, в позитив.
И вот, кстати, недавно тоже мы с одной из моих клиенток общались, и она вообще мне закинула такую идею. Говорит: Глеб, а ты бы не хотел попробовать на заказ писать негативные отзывы, но не конкурентам, а самой компании, чтобы придумать какую-то негативную историю, да, какой-то негативный отзыв, и где мы потом этот негатив правильно обработаем. И то есть сам человек хочет на себя якобы купить так правильно отработанный негатив, так скажем. Вот. Поэтому, да, тут Яндекс никак на это не среагирует, но если мы будем писать тупые ответы, то они никак работать в плюс не будут для нашей компании. Спасибо, Глеб. Так вот, Дмитрий пишет, раздела «Как нас находят» в Беларуси нет. И тут же Дмитрий пишет дальше, насколько хорошо работает или не работает добавление геоданных к фото. Так, вот сейчас по поводу фото скажу тоже сразу. Мы, когда добавляли, там был какой-то небольшой период, мы потестировали, у нас не получилось, и мы это не используем в своей работе, вот, потому что такое ощущение, что есть много другой полезной работы, что можно сделать. Вот, но недавно я был на конференции и общался со своей коллегой, и она говорит, что у нее наоборот, это работает. Вот. Еще раз протестировать заново нам не удалось, пока что не доходили до этого руки. Но, в общем, изначально я вообще против был добавления каких-то данных в фото, просто мы добавляли их и все. Главное сделать фотогалерею красивой. Вот. Но недавно услышал такое мнение, что все-таки от коллеги, к которому я прислушиваюсь, он все-таки сказал, что это работает. Поэтому точного ответа, да, я дать не смогу, надо тестировать. Спасибо. Вопрос. А что с поведенческими? Почему они не работают? Какие замеры делали, чем пользовались? Вот, если прям интересно, у меня есть видео на YouTube, оно 8 минут. Я там прям все подробно рассказываю, здесь я вкратце расскажу, что с поведенческими, почему они не работают. То есть, когда мы... Суть поведенческих, да, чтобы поисковые системы увидели, что сайт приносит какую-то пользу, что люди заходят на этот сайт, проводят там время, находят нужную информацию и совершают целевое действие, и потом не возвращается в выдачу. И вот чтобы всю эту историю сделать на картах, там целая система, да, там покупаются и прокси, и аккаунты, и там телефонные номера и прочее. Ну, то есть это такая услуга, которая там по себестоимости тоже обходится не очень дешево. И если мы будем смотреть, как продвигаются сайты по PPF, мы там увидим одни ценники, да, соответственно, если... И вот эта схема рабочая, да, то есть на сайтах это можно все сделать. Если же мы посмотрим на рынок поведенческих у карт, то... Нет, сейчас еще даже пораньше зайду про карты. То есть какой я эксперимент делал? Я брал вот так вот со своего компьютера, вбивал Discovery запрос, там, ремонт стиральной машины, допустим, заходил на карточку, закрывал нашу карточку и еще раз вбивал этот запрос, и вот так вот там раз 30, там 40 я это провернул, всю эту историю. То есть просто со своего компьютера, со своего аккаунта, со своего браузера, там не инкогнито, ничего. Я вот сделал таких 30 заходов, и на следующий день я захожу в раздел статистики, и все эти запросы, они учитываются. И, соответственно, если это учитывается в статистике, у нас идет рост discovery переходов, то мы можем показать клиенту красивую картинку, да, сделать отчет и показать, что, смотри, у нас в том месяце было там 100 discovery переходов за 30 дней, а вот, допустим, в следующем месяце я 100 discovery переходов делал со своего телефона, да, это занимает, 30 минут, 100 раз, там, вот так, нажал на карточку, закрыл, нажал, закрыл. И в конце месяца, если я по 100 таких заходов сделаю, я сам себе накручу, сколько получается, 3000 вот этих переходов. И в статистике, в картинке все это дело будет красиво выглядеть. Но по факту это будут не клиенты. И теперь переходим вот к сайту, возвращаемся. Точнее, не к сайту. Поведенческие на Яндекс.Картах стоят копейки, да, то есть уже конечная цена для клиента, она там в районе, платишь там 5-10 тысяч на сайт, может быть, сейчас больше, но не суть, я не мониторю этот рынок сильно. То есть, когда у нас на сайте средняя цена, там пусть будет 50 тысяч, а на картах там 5 тысяч, да, и мы понимаем схему, как статистика работает. То есть, если
на сайте при всей этой схеме мы работаем, мы там видим, метрика эти переходы не засчитывает. То есть рост по запросам есть, мы это видим, мы видим рост органического трафика без тех ботов, которых мы засылаем, да, то на Яндекс.Картах, зная, что мы можем вот так вот всю эту схему провернуть с одного телефона, вопрос, кто будет делать сложную схему, когда можно обойтись вот такой вот простой ерундой. И, опять же, если бы это работало, то и ценообразование было бы такое же, как на сайте. То есть если бы люди делали всю цепочку, как на сайте, это, возможно, бы и работало. Возможно, бы поведенчески и повышали компанию выдачи. Но тогда цена бы сильно возросла. А когда цена 5-10 тысяч, никто не будет продавать услугу за 5-10 тысяч, которая по себестоимости стоит дороже. Ну, это же логично, да, Мих? Вот. А, соответственно, если такая схема тяжелая, она по себестоимости не может столько обойтись. Ну и плюс я так, не знаю, тоже расскажу. Я же картами занимаюсь, и мне часто приходят предложения от тех, кто делает такие сервисы по Яндекс.Картам. И суть в чем? Ты просто покупаешь у них лицензию на использование данной программы там у себя в агентстве, и дальше эта лицензия, она фиксированная, она не зависит от количества кликов. То есть сколько ты кликов не сделаешь, стоимость лицензии не поменяется. Вот. И программа, как ты устанавливаешь, грубо говоря, агента к себе на компьютер, который просто за тебя делает вот эти вот 100 посещений, как я сказал, да, я буду вручную сидеть, эти посещения делать. Вот этот агент, ты его устанавливаешь себе на компьютер, он просто с твоего аккаунта делает по 100 посещений карточки. И, соответственно, опять же, да, нету никакой сложной схемы. Это я уже рассказываю про эти программы изнутри, да, как они работают, потому что те, кто покупает поведенчески, они не знают, что это так работает. Вот. А по факту, ну, просто покупается отдельный ноутбук, ставится, на него этот софт ставится, и все, и он там целый день сидит тебе и кликает с одного аккаунта. А в статистике Яндекс.Бизнеса ты это никак не отследишь. То есть она красивая, там она тебе покажет, что 3000 раз перешло по запросам ремонт телефона. А если ты еще каждый раз нажмешь на там звонок по телефону, то, соответственно, у тебя и количество кликов по телефону вырастет. Вот, поэтому, ну, то есть поведенческие здесь совсем другие на Яндекс.Картах. Схема вся совсем другая. И, соответственно, я ни разу не делал, точнее, не видел каких-то доказательств, что прям именно действительно не... У всех как доказательства, вот сейчас, если мы зайдем, у всех скрины вот этих Discovery переходов, что вот было столько-то, мы начали крутить, стало столько-то. Вот в эти таблицы я не верю, потому что, говорю, я вот на видео за 8 минут я эти таблицы красивые сам нарисовал. Вот. А нигде не было каких-то доказательств, что прям действительно, вот, мы начали крутить по этим запросам на карточке, и она действительно в выдаче, не в статистике нашей в личном кабинете, а в выдаче. Мы вбиваем запрос, и они появляются. Вот я такого не встречал. И плюс еще ко мне часто приходят клиенты, которые именно обожглись с этим, и они вот тоже спрашивали мое мнение, и мы прорабатывали карточку, и причем когда же вот PF-ки крутят, говорю, каждый заход, это в статистике отображается. И то есть у нас какая картина идет с такими клиентами? То есть трафик идет вот так вот, количество звонков по статистике идет вот так вот, а реальные обращения к клиенту, ну, клиент же это видит, ну, они идут в гору. То есть по статистике Яндекс.Карт у PF-щиков все было гораздо круче. Когда человек приходит ко мне по статистике в кабинете хуже, но клиент видит, что улучшение от этой работы есть. Вот. И еще тоже тогда вернусь немножко. Про статистику хочу рассказать. Самая точная статистика, да, по карте мы можем видеть рост обращений, рост по переходам, но лучше всего, когда у клиента есть отдельный номер под карты. И вот тогда, лучше всего это можно увидеть. Вот, это самая лучшая аналитика. И вот как раз если с поведенческими поставить отдельный номер, потестировать без поведенческих с поведенческими, никаких работ помимо этого не делая, я уверен, что ничего не поменяется. Плюс поведенческие надо... Вот если мы карточку хорошо упаковываем, у нас же просто поведенческие от этого лучше становятся. Они естественные, не покупные. Поэтому с поведенческими можно работать без их сторонней покупки. Спасибо, Глеб. Давай сейчас в экспресс-формате так, кратко. Собака у меня просится уже на улицу.
Учтем Давай. ее пожелания. Юрий задает вопрос, есть ли разница в поисковой выдаче онлайн-точки и оффлайн-точки? Да, Юр, привет, спасибо, что смотришь. Вот. Онлайн-точка, она не будет показываться на картах. То есть онлайн-точка служит только для того, чтобы мы собирали репутацию и где-то ее отображали там на сайте или клиенту показывали. Вот. Но в поисковой выдаче онлайн-точка показываться не будет. Мгм. Спасибо. Дмитрий задает вопрос, за счет чего происходит покрытие разных районов города, если физически есть только одна точка? За счет чего покрытие разных районов города? Ну, рекламная подписка, то есть, опять же, если мы покупаем большой тариф, она нас начинает уже гнать по всему городу, потому что на районе такого трафика нету, будет гнать по всему городу. Вот, опять же, плюс рейтинг. Если у вас большой рейтинг, большой тариф куплен, то, может, вы и в другом районе покажетесь, но все-таки тут смысл-то Яндекс.Карт в том, чтобы человек что-то нашел возле себя, и то есть цель на картах выйти вперед по всему району. Допустим, если у нас там тот же автосервис находится в другом конце города, если мы ему даже покажемся, вот я там, да, мне надо зимнюю резину переобуть, я вбил, я никогда не поеду там на другой конец Питера, чтобы переобуть Мгм. машину. Я все-таки... И поэтому это будет слитый бюджет, если мне какая-то мастерская покажется. Вот. Если же какая-то услуга, ну, вот по типу юриста, где не совсем обязателен офис, то там можно, да, пробовать покрывать, но тут сами карты уже не подходят под эту услугу, то есть, ну, Мгм. напрямую. Поэтому тоже не знаю, есть ли смысл в этом или нету. Есть еще варианты создания, да, это фиктивных точек, то есть, ну, кстати, по ремонту бытовой, да, вот я чуть-чуть тестирую, я туда углубился, там можно это делать, но там суть, что на карточке нужно прям нанести информацию, что чтобы человек понимал, что ему в офис не надо идти. Вот в случае с бытовой техникой мы всегда в карточке пишем, что работа на дому, что это у нас только колл-центр, то есть это не мастерская. Важно донести максимально до человека, что в офис ехать не нужно. Вот. Тогда можно создавать фиктивные точки, но с ними нужно уметь работать. То есть я научился создавать эти точки где-то больше, чем год назад. Я уже там в канале про это писал. Я вообще хотел это у себя как услугу отдельную сделать, потому что на это спрос есть, ко мне часто обращаются. Но я сделал около, там, по-моему, 8 карточек для теста. Я взял 2 карточки себе на тест и по 2 карточки раздал там своим знакомым маркетологам. Вот, и что хочу сказать, у 7, не 7, 3 карточки осталось живые до сих пор. Это 2 мои и одна тоже моего знакомого, который там прислушивался ко мне. У всех остальных они слетели почти сразу же, эти фиктивные точки, потому что с ними нужно уметь работать, и вот малейшее что-то не то сделаешь, все, точка слетает. Вот, там вкратце, да, оп, блин, Мик, Мгм. секундочку. Мик, слышишь, у меня Да, микрофон отлично. отключился. Мгм. Ну, бывает. Ам, То есть, да, то есть, во-первых, чтобы создать фиктивную точку, нужно вот прям четко все по алгоритму сделать, она, возможно, появится. То есть чуть-чуть там шаг влево, шаг вправо, она не появится. Вот. Дальше, когда она появилась, нужно сразу подключать рекламную подписку. Если рекламных подписки не будет, она точно улетит сразу на проверку. Вот. И рекламную подписку нужно все время оплачивать. Дальше, если у нас мы создаем фиктивную точку, добавили туда сайт, если у нас на сайте уже не будет указан этот адрес и не будет указан номер, который вы добавляете, то тоже вот сразу эту точку снесут. Поэтому вот почему я это не стал делать как услугу? Вот делаю только это для своих точек. Потому что это стоит денег, да, нужно на точку рекламную подписку подключать, нужно ее оформить, тоже за это заплатить, дальше с ней нужно работать. Клиент может зайти, там, да, без моего ведома сделать что-то не то, и карточку снесут. И, соответственно, в мою сторону будет недовольство. В общем, большие риски работать с фиктивными точками, особенно если ты Мгм. это делаешь не сам. Когда сам, да, ладно, я там создал, рекламу поплатил, она там поокупалась, дальше ее заблочили, ничего страшного. А когда ты представляешь, там полгода, год вкладывал за услугу специалисту деньги, и потом карточка слетела, ну, плохой специалист оказался еще, короче, а по факту... То есть
Вот, это еще есть вариант физические точки через коворкинги, да, есть специальные организации, которые делают вот такие вот договора, чтобы прошел Яндекс. Вот, это такой более уже, ну, как сказать, не такой опасный вариант, то есть там тебе могут сделать и видео подтверждение, и договор, но тут есть риск, что сам коворкинг сам этот адрес может подпасть под, как сказать, ну, под наблюдение Яндекса, и вообще вот просто тоже имели опыт, что все хорошо было у одного коворкинга, пах-пах, а потом все новые организации, которые пытались через этот коворкинг зайти, они уже не проходили, и еще и старые заблочили, и причину не объясняют. Ну, понятное дело, что они не могут объяснить, они же не могут так сказать, что мы поняли, что это коворкинг, вы там делаете эффективные точки и так далее. Мы поэтому не делаем, потому что особенно еще же и бумаги им предоставляют, что все это официально. Вот, они просто говорят, что заблокировали без объяснения причины, мы это можем сделать. Вот. Мгм. Ну, в общем, тоже есть риск, что эту точку заблочат. Вот, Мгм. поэтому в целом, вот я, да, опять к вопросу. Э, Покрыть весь город, ну, наверное, сложно, но это реально сделать, ну, и это дорого будет. Просто тут нужно точно понимать, есть ли от этого смысл. Потому что, говорю, да, вот в юристах можно покрыть, там, в каких-то адвокатах, но это смысла не имеет. Там у парикмахерских фиктивные точки не имеет смысла. Вот, поэтому просто нужно 10 раз подумать, нужно это или нет. А если все-таки поняли, что нужно, надо, да, копать в сторону фиктивных точек. Вот. Можно у меня там посмотреть, я тоже чуть рассказываю, но полностью схему не раскрывал. Мгм. Спасибо, Глеб. Ну, давайте вот последний Мгм. вопрос. Собака уже ждет. Ми, блин, Да. хотел еще на тот чуть, можно про Так, тот чуть давай, расскажу? конечно, конечно. Давай. Эм, Да, вот. Так, по поводу разных, ща, Мих, сформулирую мысль. Мгм. Эм, Короче, да, вот можно с помощью рекламной подписки залезть. Вот в случае с нашей мастерской, да, мы повышали тарифы, нас начинали шире и шире показывать. Вот, но то есть человек же, мы тот район покрыли, нашу мастерскую там показали. Человек сам видит, что в другом районе и, соответственно, не едет. То есть вот опять же, мы покрываем вроде бы, но фактически толку от этого нету. И суть карт именно на нашем районе очень хорошо, ну, на нашем районе занять по всем топы. Если мы занимаем по ним топы, то, соответственно, нас начинают еще даже без рекламы чуть шире показывать. Вот теперь, наверное, все, Мих. Мгм. Отлично, Глеб, спасибо. Ну и давайте вот последний вопрос. Каким образом мониторите позиции на самих картах на Яндекс в виде так называемой обогащенной выдачи? Ну, то есть в Яндексе и в картах. Э, Вот как в случае с SEO, там мы не снимаем никак позиции, не мониторим, то есть нету такого нормального сервиса, который бы показывал постоянно рабочие позиции. Вот, поэтому суть нашей работы – это в увеличении конверсии и увеличении обращений. То есть то есть суть, чтобы увеличился трафик и увеличились обращения. Какие места мы занимаем, это тяжело отследить, потому что, вот, допустим, да, мы открыли... Давай, Мих, это экран Давай, покажешь? говори, когда можно выводить. Все, выводи. На экране. Ремонт обуви. Ну, вот так вот, допустим, вобьем на карте ремонт обуви, да. Вот, мы, допустим, хотим посмотреть вот так, по Санкт-Петербургу, да. Вот, у нас тут одна выдача. Мы вот чуть-чуть поменяли масштаб, хоп, выдача поменялась. Вот так вот ушли в этот район, выдача поменялась. То есть, и как вот позицию? То есть, по идее, я могу любой запрос, вот какая-то организация, да, я могу клиенту показать любой запрос, что он вышел в топ-1, я вот так вот возьму, увеличу радиус. И Мгм. все, бах, вот мы уже на первом месте, да, можем написать, что мы на первом. Чуть вот так вот поменяли, ну, даже не чуть, тут мало мастерских. Вот так вот поменяли уже, да, вот уже вот сколько организаций вылезло. Вот, поэтому, ну, суть работы не вылезти по позициям, а суть работы повысить трафик и повысить количество обращений. Вот мы на этом делаем упор, и вот как раз тот анализ плюс обратная связь от клиента нам в помощь. Мгм. Да, отличный подход, правильный. Не вот эти пузомерки, там, позиции и прочее, а именно то, что к клиенту уже приходит в виде денег. И клиент, и заказчик. На данный момент завершаем наш
сбор вопросов, ответов на вопросы. И, Глеб, по традиции расскажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. Я помогу продвинуться как раз на Яндекс.Картах, на других геосервисах. Вот. Плюс, если по сайту тоже интересны какие-то работы по SEO-продвижению, по тому же PF для сайтов, по созданию сайтов, вот, тоже можно ко мне обращаться. Ну и все, что касается продвижения на картах. Все твои контакты размещу под видео. Глеб, отличный вебинар, как всегда. Ты уже стал вообще крутым докладчиком. Я помню, когда ты начинал, там и стеснялся и так далее, запинался. Сейчас вообще шикарно владеешь темой от и до. Мое почтение, молодец. Приходи снова на вебинар, буду рад. Спасибо большое, Мих. Очень приятно. Ага, Ну, кстати, видишь, крузачок тот стоит, да, который мы с тобой купили. ага. Классно, было время. Ну, на этой Ну, позитивной ноте завершаем наш вебинар. Всем спасибо, до новых встреч и увидимся в топе, в том числе Яндекс.Карт.